Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с заслуженным художником Украины, который совершенно случайно попал в Египет и надолго задержался здесь. Я его застала в последнее мгновение перед вылетом в Украину, поэтому здесь и сейчас мы сделали это интервью. И сегодня Юрий Камышный расскажет о своих картинах, о своей жизни и откуда он сам. Ну, кто знает, откуда мы, кто и что. Вот, память предков начинается с клеток, из которых мы состоим. Мы о них ничего не знаем, но у них вся история нашего рода. Вот, а приблизительно, насколько я себя помню, вот, мама и папа из двух родов. Половина у меня кровей по последним родителям русские, по половине украинцы. И прибалты, греки, все было. Мама с Одесской области родом, потому что из рода старообрядцев, фамилия Дубянская, была выгнана когда-то Екатериной с Воронцовым, как там уже эту историю, память плохая, не помню полностью, из Сибири, и их поселили возле немецких колоний в Одессе. Вот. А потом началась Великая Отечественная война, и Житомир проходил мой папа, Константин Кузьмич Камышный, фамилия у него была Комышный, а паспортистка ошиблась, и теперь я Камышный. Вот. Он из-под Полтавы, полтавский Галушка. Вот. И когда я был маленький, вот, я гостил у него на Батьківщине, так сказать. Ну, родину, его село Новый Орлик затопили, подняли там ГЭС, как всегда, затопили его село. И теперь, когда приезжают родственники на места, где они родились, где родились их родители, они просто садятся в лодку и печальным кругом кружат над теми домами, которые поглотило водохранилище. Многое можно, конечно, рассказывать, но вот такие крови, поэтому вот я люблю наши, вот, как там, народы, ариев, так сказать. Опять же, боже, длинная история. Арии, которые пошли во все старые страны мира, от Карпат до Урала, и дошли некоторые из них до Индии. По теории ведической цивилизации это вот создано ариями. Вот. И много санскритского языка, есть вот русских слов, украинских слов, хотя бы корней. Ну и Веды, индийский космонавт, когда-то пролетая над Украиной, помахал ей рукой, что привет, Родина. И поэтому я 16 раз ездил в Индию, нашел там даже могилу Христа по, ну как бы в кавычках по легендам, но это настоятельные сведения, добытые Николасом Натовичем, который был русским шпионом, русским коммерсантом, русским предпринимателем, путешественником. Ему пришлось инсценировать, что он поломал ногу, и добыл в тибетских монастырях и в гималайских сведения о присутствии Христа на Востоке. Ну, можно многое рассказывать, можно зайти в дебри. Считается, что до 33 лет он был там, учился медитациями, исцелять и оживлять мертвых, левитации. И после распятия, по договоренности учеников с Пилатом, потому как здоровый человек в этом возрасте не мог умереть даже после нескольких часов висения на Христе, и даже после укола копья, которое только повредило ему грудную клетку, но до сердца не дошло. По договоренности с Пилатом, Пилат не понимал, зачем надо убивать доброго человека. Ученики его забрали, и считается по легендам, что Божья Матерь покоится где-то в районе Афганистана, а Христос дошел до Индии, счастливо прожил с семьей, на гробнице которого я был, и это все по дневникам еще и Рериха Николая, потом был такой духовник Оша Рожниш, ну много-много свидетельств. И там вот в мавзолее видел отпечатки его ног, сделали слепок, где точно раны от прибития к кресту. Вот. Они подхоронили туда мусульманина, еще кроме того, и когда заглядываешь в этот мавзолей, пахнет и ладаном, и восточными палочками. Все это на берегу озера Дал. Потом в горах нашел посох Христа,
тоже все индусы, это, кстати, в штате Джамма и Кашмир. Ой, это уже далеко зашел. Это, короче, вот моя любовь к Украине, к нашим народам и к тому, откуда корни, как оно что было. И вот ища как бы нашу родину и исследуя то, что после нее осталось вот в Индии, я вот путешествовал 16 раз, где-то был в Индии, вообще объездил 36 стран мира. Понравилось больше всех и из мною изведанных стран, это, ну как, страна остров Пасхи, вот, Чили и Индия. На Индию немножко обиделся, потому что коронавирус, меня как и война тут застала, так и коронавирус застал в Индии. Хоть не выезжай со Да вы страны, что? только выезжаешь, начинаются какие-то проблемы. Да Ну, вы что? шутка. Слушай, и как вы там прожили коронавирус в Индии? Трудно. Знаете, люди познаются и в богатстве, и в несчастье. Те же индусы, которых я рисовал на протяжении многих лет. Вот. Сначала фотографировал, потом пастели, потом масляные работы писал прямо там, привозил. 3 посла Индии в Украине, все были на моих выставках, которые я сначала демонстрировал в виде фотографий. Десятки тысяч фотографий, у меня миллионы даже, наверное. Пастели, все это демонстрировал в Киеве, и 3 каденции новых послов, все были у меня на выставке. Потом есть такая индуска Мридула Гош, журналист. Она возглавляет Институт восточноевропейского развития. Вот. Она и писатель, она и ученый. Перевела на язык бенгальский язык, она с Калькутты. Лесю Украинку «Лесова песня» проиллюстрировала моими картинами. Потом 25 лучших поэтов и писателей Украины от Сковороды до наших дней и тоже проиллюстрировала моими картинами. И еще можно часами рассказывать, какая связь вот между индийскими, извините, богами 33 миллиона и вот нашими языческими, вот и русскими, и украинскими, вот даже богами. Вот. Прямейшая связь. Вот эти христианская церковь, она против, Бог один. Я считаю тоже Бог один. И индусы считают Бог один. Но почему-то у них 33 миллиона. Я себе это трактую так. И вот смотрите, Троица была позавчера. Вот. Отец, Сын и Дух Святой. И наша церковь доказывает, это же одно лицо. Так зачем же тогда 3 ипостаси? У индусов получается 33 миллиона богов, но одного Бога. Это Шива, это Будда, это Христос. Пожалуйста, Бог он добрый, лишь бы в него верили. Ты веришь в Будду, на тебе и Будда. Ты веришь в Магомета, вот тебе Магомед. Только верь, только не нарушай заповедь, потому что все заповеди одинаковые. Мусульманский джихад – это просто церковь, ну как там, мечеть, не мечеть, а неправедные служители неправильно трактуют Коран. Там в Коране вот джихад против неверных, неверного всего. А там трактовка такая, что ты объявляешь джихад и убиваешь неверного в себе. То есть дьявола, то есть нечистую силу, джихад внутри тебя должен быть, но не по другим государствам. Убей неверного, это убей в себе дьявола, убей в себе шайтана. Вот. А знаете, как закон, как дышло. Как повернешь, так и вышло. Да. Вот. И вот эти нечестивые, ну, это во всех религиях случается, служители культа, они вот настраивают свою паству на войну с ближними народами, хотя во всех религиях мира любовь, добро, милосердие только и приветствуется, и наследуется. Вот. И уже запутался, почему это я про мусульман. Интересно очень. Слушайте, а вот, ну вот видео... Я доскажу, я запутался про богов. Вот, как я себе трактую. Вот у меня на каждой работе тут есть эльфы. Вот даже взять вот эту вот работу, я давно мечтал зимородка нарисовать. Это интернациональная птица, она и в России, и в Украине, и в Европе, и в Индии. Вот, проживает. И вот один раз ее нарисовал, почему-то очень она мне тяжело далась. И обязательно какие-то духи, какие-то эльфики. Сейчас квантовая физика все это доказывает, что даже кварки и лептоны, из которых состоят атомы и ядра, это живые существа. Так говорил Тесла, чем удивил, опять же, индийского гуру Вивекананду, что он серб, а имеет восточное представление о строении мира. И он говорил, что это одухотворенные Тесла существа, они живые существа, и с ними можно договориться. То есть все окружающее слышит. Вот, тело наше возьмем человека, вот вы поцарапались. Кто заживляет эту рану?
Вы же ее там не латаете ножницами и иголками, нитками. Кожа сама себя заживляет. Это Да, великое да. чудо, Да, заживление раны. То есть это маленький Бог. Вот я Юрий, маленький Юра на местах. Понимаете, это да. маленький сознание, разум клетки. Он Да, присутствует. да, Пусть да, он да, да. примитивнее моего, якобы, но у него есть разум. Так, по религии индусов и наших, и славян, и ариев, были боги, которые ответствовали, от колись українки, той, що в скалі сидить, той, що греблі рве, тобто водяник, ось, той хазяїн ветра. И поэтому древние народы, чтобы не беспокоить Иисуса Христа или кого-то там Бога, Шиву в Индии, они обращались, вот если у вас в квартире поломался кран, вы же не идете сразу к президенту. Вы просто звоните начальнику ЖЭКа, начальнику управления, чтобы он починил кран, понимаете? И наши древние предки тем и руководствовались. Если нет дождя, они молились Богу дождя. Нет урожая, они молились Богу поля, Богу растений. И они слышали, понимаете, это как бы для меня это все тот же Иисус, все тот же Шива. Вот. Просто его маленькие, мелкие, как эти бухгалтера и представители на местах. И индусы Да, так да. это и определяют. Вот это, допустим, затылок, все это один Христос, Бог там или Будда. А это вот Шива, это Кришна, это еще какие-то боги. То есть это ипостась одного существа. Вот, и я их стараюсь изображать. Это как бы дух, скажем, можно домика, вот, который вышел на рыбалку, и вот они с зимородком о чем-то договариваются и общаются. Вот. Очень интересно. И действительно все нас слышит. Вода живая. Вода вам может мстить. Вы даже не надо к бабке ходить и делать заговоренную воду. С нее можно сделать и лекарство, и яд. В Да, да. зависимости от того, что вы ей скажете, что вы ей пожелаете. Поэтому почему нельзя ругаться матом? Потому что клетки, из которых 70% состоит организм, они запоминают то, что ты им говорил. А матюки и всякие ругательные слова, ненависть, проклятие, оно все остается в этой воде, которая у вас, и уничтожает в первую очередь вас. И поэтому с воды можно сделать, вот как святая вода, лечебная вода, просто «Отче наш». Поговорить, признаться ей в любви и тому подобное, и она меняет свои свойства. Вот Ямамото взять, доктор делал эксперименты, не буду углубляться, вот, но он доказал, что структура вымороженной воды после молитвы, благодарности и всего, она идеальна. А там, где матюки и проклятия, она разрушена. Вот, сама по себе и убивает человека. Поэтому совсем вокруг стоит говорить, кланяться. У меня в Житомире была всемирно известный селекционер Нина Афанасьевна Мирошниченко, царство небесное. Ну, нет пророков в своем отечестве. Единственная золотая медаль за селекцию ирисов была у нее. С Парижа она получила. Селекция ириса? Да, она селекционировала всю жизнь 3 вида. Ирисы, гладиолусы и лилии. Вот. И добилась огромного успеха. Я про что хочу сказать. И был у нее сорт, который она уже выводила где-то 7 или 8 лет. И весь результат этого труда, потому что опять надо было 8 лет выводить этот сорт, гибнет. Погибли все вот эти вот семечки в кувшинке или что там она. И осталось одно. И тоже вянет. Нина Афанасьевна пришла на огород, помолилась, стала на колени перед этим семенем, которое по всем законам селекции природы, органики должно было умереть. Она просто поговорила с ней, помолилась и попросила: выживи, подари миру свою красоту, любовь, свое богатство. Выжило, дало потомство, и теперь это какой-то отдельный сорт. То есть, понимаете, как там, стучитесь и откроется. Да, Вот, да. но только искренне. Боже, я могу часами рассказывать вам интересные вещи. Вот, почему вот вы сейчас вот сидите, вы можете действительно одним взглядом кого-то скинуть со стула, как меня, можете кого-то исцелить, можете кого-то убить. Но вам эти свойства ваши же недоступны пока потому, что они доступны как там только совершенным, святым людям. Это достигается старцам, вот, ведуньям, которые там на краю села или в лесу молились, постились, юродствовали, ничего не брали, все даром отдавали. Вот. И только тогда им возвращаются свойства, которые каждому даны нашим Богом. Вот. Также и Хануман
в детстве когда-то он, великий бог Хануман, он дебоширил и крал эти орудия, предметы культа у жрецов. Конечно же, фотографии не могут передать всю красоту и ценность этих картин. Внизу под видео я оставлю координаты Юрия, и вы сможете заказать эти произведения искусств. Ну, еще вспомню Ханумана. Мне повезло быть на его родине, где он родился, вылезти даже из последних сил на его гору, потому что неделю я просидел в его городе, исследовал его и пешком, и на велосипеде, и на рикше, и на машине. Это просто уникальный город недалеко от Гоа. Вот, к сожалению, Гоа, если кто собирается ехать в Индию, то не езжайте в Гоа. Гоа – это не Индия, это Одесский пляж. Вот. Лучше Гокарна рядом с Гоа. Как называется? Гокарна, город Гокарна. Гокарна. Это тоже пещера Шивы, Уха. Уникальный город. Я обычно не повторяюсь в Индии. Каждый раз новое место. Еду с этюдником, еду с холстами. Вот, исследую новые города, новые места. Это дороже и опасней. Но вот 3 года подряд я ездил в Гокарну, где меня и застал вот этот коронавирус. Отдельная тема. Так вот, побывал в этом городе Хампи. Ой, это отдельная история, это Хампи. Вот, на тех руинах, которые якобы то ли солдаты этого города разбросали, то ли сам Хануман. Вот. Ну, история какая? Хануман, будучи малым, воровал эти предметы культа у жрецов, и они на минуточку, обозлившись на него, просто взяли и вычеркнули у него из умения, из сознания, из свойств его божественные способности. И он превратился в простую обезьянку, как и мы сейчас, сидящие тут с вами. Да. И вернемся к женщинам и мужчинам, и дедам, ведунам, как называется. Просто вот все эти старцы святые, вот, и начиная и Николай Святой, и все наши вот эти вот иконостас, они просто своим праведным образом жизни заслужили вернуть себя в те божественные качества, как говорится, ибо и по образу и подобию мы созданы, понимаете? У нас все свойства Бога. Опять же, вернемся к индийским виманам, космическим кораблям. Атомная война, кстати, была уже не одна на Земле. Это этот Хараппа цивилизации, Виджаянагар доказывает по раскопкам, что ядерная война уже была. И в одесских ведах есть даже не только свидетельства, но и чертежи этих кораблей с подробными описаниями, даже фамилии пилотов. Вот. Но что меня в этом поразило, в оружии, представленном на кораблях, среди прочих, высушка была, вот как сейчас мумии делали одним там выстрелом, взглядом. Меня поразило одно оружие, которое наводилось с этого космического корабля на мысль. На мысль? Да. Знаете, как круто. То есть сейчас все Джо Диспенза и Джозеф Мерфи доказывают, что все начинается с мысли, мысль материальна. Вот сначала вот родилось желание поднять руку, я ее поднимаю, но сначала это мысль. Да. И поэтому опять вернемся к воде. Мысли должны быть добрые, мысли должны быть благородные, благостные. И они имеют свой цвет, свой запах, свой звук, свой плюс или минус. И эти корабли, они наводились на негативные мысли. Представляете, какая крутая штука. Так вот и боги смотрят на нашу землю, даже не открывая рта, они чувствуют в сердце человека благодать или зло, война или насилие или любовь, милосердие. Вот. И поэтому вернемся к бабушкам и дедушкам на краю села. Если они своими благостными поступками, праведным образом жизни заслужат у Бога вот эти, чтобы Он им вернул свойства исцелять, оживлять, предсказывать, то они это получают. И получают только потому, что они не применят этого зло, как Хануман, крадя у жрецов вот эти орудия. И каждый из нас, он опасен Богу. Он не доказал постом, не доказал молитвой, преданностью, милосердием. Мы все корыстные. Вот, и не доказали для того, чтобы нам вернули эти свойства. Поэтому мы их не имеем. Поэтому мы простые. Понимаете, мы работаем молотком, мы там стреляем из пистолета, хотя можно одним взглядом, мыслью вот, передавать на расстоянии. Вот. Вспомним дельфинов, вспомним
лошадей, которые общаются между друг другом, мыслью и тому. Юрий, а вот у меня вопрос о ведуньях. То есть вы сказали, что ведуньи раньше, ну и сейчас обладают определенной силой, потому что они ведут вот такой-то образ жизни. А если женщина уходит в бизнес, она теряет все эти силы? Никуда никак. С чем бы вы ни занимались, уборщица ли вы, или вы премьер-министр, главное ваше качество. Каждый находится на своем месте, каждый призван, кто-то библиотекарь, кто-то там космонавт, кто-то там юрист. Каждому нравится это. Кто-то музыкант, кто-то, как я, художник. Главное, чтобы тебе это нравилось. Три пути найти свое предназначение в жизни – это делать то, что тебе нравится, делать то, что тебе получается больше всего, и то, что сейчас необходимо цивилизации, миру и Богу. Вот это твое Шикарно. предназначение, да. Вот. И неважно, где ты это выполняешь. Борщик. Вот тут, что я люблю эту Хургаду. Подъезжает мусорка, и в этой мусорке мотоцикл с этой коляской. Вся семья этого мусорщика. Все танцуют. Танцуют? Все радостны. Музыка гремит, они весело подкатывают на развороте возле этого мусорки, вылазят, целуются, танцуют, набирают весело мусор, весело уезжают, они счастливы. Тут возле меня копали канаву, мужик бросил эту кирку, поднял голову, там лицо просветленного суфия. Да. Он довольный, он счастлив, жара 60 градусов, он киркой А здесь- бьет каменную землю, где не было дождя много лет. Камень, глина и железная земля. Непосильный труд простой киркой, не машиной. И он счастлив, он добр, он благодарит за это Бога. Вы бы видели выражение лица благодарного, радостного, просветленного человека. Поэтому бухгалтер ты, или ты в бизнесе, или где, а человеком быть обязана. Опять же вернусь к Индии. Каждый день в Индии пропадает, вот по вашему вопросу, бизнесмены, бизнесвумен, бизнесмен, политики выдающиеся. Они просто исчезают из семьи, исчезают из своего бизнеса, как Ашока. Боже, я могу часами рассказывать. Великий Ашока, внук единственного царя Индии, который образовал Первое царство и, будучи маленьким ребенком, не отвел глаз от взгляда Александра Македонского. И если бы сейчас были такие наши руководители, политики, духовные, как те, царство процветало у этого деда Ашоки. И начался мор вдруг, внезапно. Там они, как и хампи, купались в золоте, в изобилии, в ювелирных украшениях, в урожаях. И вдруг мор, и вдруг чума. Государство стало вымирать. Но правитель того государства, дед Ашоки, подумал, что это он виноват в том, что страна в беде, в войне, в море. Он собрал всю свою думу, всю свою раду и пошел в народ. На оставшиеся деньги строили храмы, молились, медитировали и в посте умерли. Как и сейчас все бизнесмен, каждый день в Индии они исчезают бесследно. Почему? Он одевает рясу, берет эту посудину свою, там часто просто кокос перерезанный, вот, из Сейшельских островов у них сумки. Ой, я могу часами рассказывать. Он идет по миру, он не имеет права оставаться больше 3 дней в одном городе, не имеет права открывать... исчезает добровольно, да? Я же только что, да. Не имеет права открывать рта, кроме как для того, чтобы прочитать проповедь, молитву и покушать. И он умирает под забором безвестный, как умер Ашока, создав полицию по помощи животным, которая до сих пор действует. Попробуй обить корову или еще что-то такое. Полиция, которая защищает права животных. Где-то даже в Европе был суд. Крысы, от лица крыс кто-то подал иск на что-то там, кто-то их травил или что. Крысы выиграли. Потому что адвокат доказал, что они не могут там постоять за себя, еще что-то такое. Было и такое. А сейчас человек в суде не может доказать, что он прав. Вот. Поэтому боги еще больше обижаются на нас. И вот эти вот человечки, которые здесь, они еще больше отворачиваются от людей. Вот. Как вот эта вот хата, где я живу в Украине, она мне досталась, я ее обменял на картины. Это в какой области? Это село Городске, Коростышевский район, между Житомиром и Киевом. На вот этой горе жили трипильцы, раскопки. Как Все там село красиво. растащило. Так вот, это село легендарное, как говорят. Там и монастырь был древний сейчас, там и порталы, и крепости, и подземные ходы. Вот. И вот эти трипильские с печами,
раскапывают печи трипильские. Сколько там находок, это только известных. Остальное там и село порастащило, поразломало плугами. До сих пор находят и пряслица, и украшения даже стеклянные. Ну, там разные предположения, откуда они взялись. И вот такая хата под Трипильской горой досталась мне в обмен на картинки. Вот. Ну, это отдельная тема. Глиняная доливка. У меня там печь каменная, четырехместная. Сплю на ней. В группке готовлю себе еду. Ни воды, ни газа нет, но атмосфера, удовольствие, джерело рядом, родник, который Да поил, вы что? который попоил этих трипильцев, медведи там даже были, потому что находят изделия из зубов медведя. Вот. И теперь я пью эту воду древних трипильцев. И каждый вечер вот эта птичка родилась у меня во дворе. Вот. Я ее каждый день наблюдал, она мне пела. Воробьев, будьте здоровы, рисую. Вот. Это воробьи, которые родились у меня под крышей. Я им помогаю, я их подкармливаю. Вот. Слушайте, а И знаете, вот что... этих вот птиц я срисовываю. И вот эти якобы мавки, русалки, это тоже духи, которые, несмотря на то, что мы их обижаем, они все-таки приходят к нам, молятся за нас, они благороднее, добрее нас. И вот те, как вернемся к святым, которые их не обижают, которые их кормят. Боже, а про миллионеров в Индии еще могу рассказывать, как они А вот стоят это, в очереди. вот Да, это глиняная хатка? Вот это, это? ну как глиняное дерево, обмазанное глиной. А, да? Моя тоже. Вот эти все. То есть, получается, как бы они все обмазанные глиной? Они не бывают просто из глины? Ну, это в Индии они, но все равно должно быть рештыня, как у нас называют, Потому решетка, что каркас. у меня у бабушки вот детство проходило вот в такой, в такой хатынце. А ну покажите эту вот. Это хатка из Переяслава-Хмельницкого. Ой, какая Вот. классная. Она мне тоже очень понравилась. Калина. А калина – это тоже образ Красота. снотливости, как у нас говорят, девственности. Почему обряд калины на веселье? Обряд каморы. В Украине детей зачинали в сараях, в каморах, но не в хате, потому что там была энергетика пришлых людей. Да. А в камору не пускали никогда ни соседей, ни чужих, и поэтому там была энергетика только своего рода. И Да ви поэтому що? зачинали детей, держали скот, зерно только там, где не заходили сусіди. Да. Понимаете? Да, это Как удивительные интересно. вещи, как обряд каморы. И калина, если девка была девкой, в каморе ее открывали, як распечатывали, называлось. Вот, обряд дефлорации. Если она была не девкой, ой, там много нюансов, вот, она могла до этого сказать. А если она была девкой и кровь была на простыне, то вся свадьба оживала. Вот это обряд калины везде, в каждой водке бросали эту Да. красную рябину или красную калину, украшали венки. То есть вот это вот такие вот, это одна из свойств калины, кроме того, что полезная и красивая вот такая вот штука. Очень красивая И картина. мальвы, люблю мальвы рисовать. Мальва это тоже символ Украины. А Почему? вот эта картина. Потому что у нас, осторожнее, Митя, потому что символ Украины, это мальвы еще чем, они, кстати, в Индии есть, и тут, там любят отдыхать души наших предков в лепестках. И поэтому, В мальвах? Да. А лотос почему любимое растение Индии, ой, и везде на Востоке. Это тоже, извиняюсь, это тоже окошко моей хаты, под которым я написал много картин. Вот, опять же, Червона гора, Класс. Красная гора, да. Вот, и одут, который ходил у меня по двору, вот, я его тут изобразил. Ну и опять те, которые не видны порочным взглядом. То есть, вот сейчас возле нас сидят сущности и духи, которые любят журналистов, любят художников. Но простым взглядом вы их не увидите, потому что, ну, я же говорю, мы не то чтобы прокляты, мы просто как бы на нас наложены вот эти эпитемии за то, чтобы не злоупотребляли тем. А то бы сейчас увидели, кто рядом сидит. Они нам рассказали, что будет завтра, что будет послезавтра, какая твоя судьба, когда ты, какие прошлые жизни, когда ты что делаешь, что не делай. А нам дано это как жизнь, это как спортзал. Каждый в него приходит, чтобы научиться чему-то. Кто слабый, берет гантельку на 1 килограмм. Кто хочет из этой жизни вынести побольше,
Он берет трудные задачи, там опять же таки он там бизнесом занимается или президентом, или еще что-то такое, идет в бой, отстаивает свое государство и накачивает мышцы более практично, более действенно, чем вот те, которые избегают нагрузок, опасностей в этой жизни. Вот, и поэтому это была бы подсказка ведуньи и ведуны, чем мы к ним бабушкам ходим, знахаркам, потому что они знают, а знают почему, потому что Бог им открывает, а Бог открывает только потому, когда ты заслужишь, когда ты будешь милостыни давать, как там по десятину, как минимум, а лучше и больше. Я вам всем рекомендую, посмотрите 2 фильма. Джузеппе Маскати «Исцеляющая любовь» – это современный святой, итальянский. И параллельно я в Симферополе, когда служил, ходил отсыпаться на кладбище днем и наткнулся случайно на могилу воина Синецкого. Он тогда еще лежал в земле, вот, о нем я услыхал в Одесском монастыре, с меня Ангелов писал когда-то, Потапа Михаил Михайлович, он расписал Одесский монастырь, еще пару соборов в Одессе. Ну вот, и он мне рассказывал, это совсем был неверующий, то этот Потапа мне рассказывал о воине Синецком как профессор, ученый и верующий. 13 лет сталинских лагерей, конвейерные допросы. Его ставили в бочку, где он не мог ни сидеть, ни лежать. Когда он терял сознание, его отливали водой, вели на допрос. И пытали его священники, которых он учил. Это в Украине, да? Это в Советском Союзе. В Советском Союзе. Советский Союз любил уничтожать своих талантов. Чайковского тоже Россия довела до самоубийства. Версия, то, что он умер от чумы, ну, легко опровергается, потому что на похоронах было 2000 человек. И кто там, я забыл, из великих поцеловал его губы в гробу, чего не было бы, если бы он был болен чумой. Вот. И похоронили его отдельно, а не в общей могиле. То есть последнее доказательство того, что его и суд русский довел его до того, что его как голубого надо было, ему так сказали, либо кончай жизнь самоубийством, либо мы все это оглашаем, и тебе, твоей карьере, твоему всему конец. И он всю ночь просидел возле яда, не смог его принять. Друг утром его смешал с водой, и вот так вот умер великий Чайковский. Вот такие вот штуки. Вот вам ГУЛАГ. Вот вам Сталин, вот, и вот вам воин Синецкий. Он у Сталина просился на фронт. Великая Отечественная война шла, он говорит: Иосиф Виссарионович, пустите, он гениальный человек, а всего, что от него хотела советская власть, она на него вешала и на агента, и тому подобное, вот, и вешала на него, чтобы отрекся от духовного сана, и будете практиковать также врачом, будете учить, будете работать в своем госпитале, возглавлять. Вот, только отрекитесь от духовного сана. Он ну вот, понимаете, вот вам святой. Вот вам доказательство святости. Что ему стоило отказаться и вкушать благо? Он говорил Сталину: я нужен сейчас на фронте, я буду там лечить, исцелять. Вот, а потом я приду, досижу. Представляете, какие были люди? Вот, и вот это, и на минуточку, вы его знаете только потому, что это самый популярный святой на Афоне, Лука. Апостол Лука. Мне в этой хате несколько его образов. Один с Греции привез, один там купил. Я его так подстарил, как будто настоящая икона. Вашу хату кто-то охраняет? Нет, я даже не знаю, осталось ли там. Там ценности со всего мира. Антикварные вещи. То есть вот, туда вот могут залезть в хату, если может, что? уже залезли, не знаю. Там одним этим крючком открывается. И вообще, чтобы вы знали, все замки – это от друзей. От бандитов вы ничем не... А не от бандитов, так пожар, не пожар, так потоп, это лучше не зарекаться, понимаете? Лучше ко всему быть готовыми, за все благодарить. И только тогда вы будете святой. Тогда проститься и будете видеть вот этих духов, которые сейчас вокруг меня и вокруг вас. То есть ауру будете можно видеть, да? Ну, я же говорю, аура есть возле каждого человека, есть, но мы ее не видим. Кириллиановское свечение. А есть люди, которые видят. Кошки видят гораздо больше, чем мы. Вот когда присматривались, что кошка начинает над вами что-то высматриваться, бояться или радоваться. Вот. Это она видит тех сущностей. Юрий, получается, алкоголь, никотин, он убивает силу видеть это, да? Слушайте, я не курю, поэтому я против, осторожно, уголки там не замять, против курения. Вот, но я не против спиртного. Тут я познакомился, очень интересный человек. Вот, кстати, хочет выйти жениться на русской, ему нужно гражданство русское. Ну, потому что у него двое детей в Дагестане осталось. Он хочет их вывести. Порядочнейший человек, порядочнейший мусульманин. Я говорю: давай вечером сходим на пиво. Если я, говорю, даже посещу заведение, где продается водка, спиртное, мне 40 дней надо поститься.
чтобы зайти в мечеть. Давайте сделаем видео о нем. Боже, он уникальный. Давайте. Это душа человека, это душа, идеально говорит Как по-русски. зовут? Ясин. Я почему дошел, запомнил, девичья память, я все время забываю. Ясин, потому что он мне Войну Ясенецкого напоминает. У меня фотография, идеальный человек, просто Давайте. Он душа. ищет невесту, да? Да, ему он говорит, я дам гражданство вот это Египта, а мне он туда говорит, просто мне визы дорого и ездить, я хочу он видеть своих египтянин, детей, да. Ух ты, как Причем интересно. идеальный, и, боже, я его обожаю, и он истинно Слушайте, ну верующий. здесь очень много таких, можно встретить глубоких людей, вот как вы говорите. Они есть везде, просто они рот не открывают. Как вот эти Ага. духи, которые сейчас вокруг нас, они есть, и хорошие люди есть. Да, Просто они такие более скромны, чем те, скромные. которые нами руководят везде. Ну вот я говорю, как искупить то, что ты был плохим политиком, я рассказал. За Ашоку не досказал. Ашока, который внук того царя, вот, он ушел в народ. Могилы его нет, он умер под забором. Да? Великий царь, который покорил царство Арисы, вырезал там кучу людей только потому, что он был сначала добрым, миролюбивым, но братья хотели забрать у него трон и лишить его жизни. Вот. И поэтому он вынужден был идти воевать. И потом он в искуплении себя, это беруши, искупление себя, искупление грехов, вот пошел в народ, и у него пацифистские эти лозунги на столбах и тому подобное. Удивительный человек был. Вот. Так вот, как политикам надо искупать свою вину, раздать все, покаяться и вот стать старцами. Но сейчас все меньше политиков способны на это. А в Индии до сих пор миллионеры стоят в очереди в эти сикхские храмы, чтобы хотя бы один раз помыть пол, помыть ноги прихожанам, приготовить еду. Я свидетель, у меня все снято, у меня миллионы фотографий. Вот. Там чаны такие, как эта комната, и миллионер стоит, как веслом, ложкой перемешивает содержимое, суп, компот. 3 раза в день там кормят бесплатно в Дели нищих. И делают это миллиардеры за милую душу, стоят в очереди. Понимаете, какое сознание богатого класса, который понимает, что жизнь временна, а его жизнь – это только жизнь Бога и милосердие, добра и любви. И твое богатство – это только то, чем ты в виде добра можешь поделиться с миром. Ну, бабушку через дорогу перевести. Эта хата тоже в моем селе Горецком, хоть я же говорю, родина у меня больше в Одессе, в Житомире, не досказал, папа и мама познакомились, потому что папа воевал, и встретил, а мама в эвакуации была. Боже, это отдельная тема, маму голодомор чуть не съели, вот, потому что голодали, да, и папу посадили, папа инженер был, одессит, и его послали в село поднимать коллективизацию, представляете, в поле вывели инженера. Вот. Он там, естественно, что-то не так сделал. Все посадили. Загубил коллективизацию. Это мамина мама, бабушка, ходила в город, в тюрьму, выпрашивать, что-то передачи носить. А маму мою оставила в хате у соседей. И говорит, доченька, если я не вернусь до вечера, выходи на дорогу, потому что тебя съедят. И стало темнеть, а мамы еще не было. И она говорит, мама, я, говорит, вышла на эту дорогу и плачу, говорит, жду свою маму. Боже, какие времена были, кто это делал? И, кстати, еще хочу сказать, что мою семью и меня спасли фашисты от смерти. Почему? Потому что на улице, где они жили, каждую ночь приходили, организовали планово. Эти, неважно причина. Всех надо было расстрелять. Все враги народа, все иноагенты, знакомая тема. И если бы не Гитлер, говорит, уже очередь доходила до нашей семьи, до расстрела. Просто так. Всегда можно сфальсифицировать. Ты иноагент, все, расстреляли. Вот. То и мама вышла на дорогу, говорит, хорошо, мама вернулась, говорит, уже совсем темно, говорит, смотрю, на дороге появилась мама. Вот. А как мою маму расстреливал фашист, они, значит, дед, он еще в Красной Армии у Буденного воевал. Кассиор, лысый такой, здоровый, старообрядцев, мой род не пил, не курил, поэтому все двухметровые такие, здоровые и праведные были. Вот. И он и в Великую Отечественную войну уже воевать не мог, но ему дали валов, и архив надо было везти в тыл. Вот. И говорит, мы ехали в эвакуации, 2 вала, одного не могли запрясть никогда в эти его сброю. Вот. И с нами ехали колхозники, их семьи, позбивали будки на подводы из фанеры и ехали себе, эвакуировались. Вот. Ой, как казаки встречали на Дону.
наших эвакуировано, отдельная тема. Это в каком году? Ну, 40, какой 41-й, 42-й, вот. Так, значит, немец налетел, и шла колонна этих эвакуированных жен и детей, вот, и дед говорит, и я с мамой, и на подводе едем, налетел мессер, говорит, ихний, вот, и, говорит, достал бомбить, все колхозники бросились к дороге в канаву легли, там канава была возле дороги, и он следующим заходом, как летел, фриц, прострелил одной линией, пришил всех как одной этой ниткой. А я, говорит, побежала в поле. Говорит, а он погнался за мной. Я, говорит, даже видел его лицо. И, говорит, он молодой, я, говорит, молодая. Я, говорит, хочу, говорит, все мечтала после войны посмотреть ему в глаза, что он хотел от маленькой девочки. И я, говорит, бегу и не понимаю, как он меня, огромное поле, а я, говорит, такая маленькая, как он меня видит. А потом я сообразила, что я же бегу в белом платье. А белое платье, когда-то маме трофейные где-то достали трусы женские такие, то из них сделали, разрезали, маме бы кофту сделали. Вот. И где-то достали платьечко, которое не могли на нее одеть. 2 человек натягивали, потому что она не могла одеть. Вот, оно было на нее тесно. И вот она говорит, когда я бегу, эти пули возле меня свистят, я сообразила, что он стреляет по белому платью. То есть для него как метка. Говорит, это платье слетело, говорит, как 2 не могли ни одеть, ни снять, а слетело как одна это самая. Вот. И говорит, он меня не расстрелял только потому, что патроны кончились. Все пошло на людей и на то, чтобы меня догонять. И говорит, когда я пришла к подводе, говорит, эти все были расстреляны. Вот. А вол один от снаряда выпрягся, тоже как вот я в платье, говорит, его нельзя было запрячь, тоже не могли его. Он выпрягся и исчез, мы его так и не нашли. Вот. Он просто и не убитый, он просто удрал. Вот. Мама моя, сколько она знала, эти Кнобели или кто-то, или Нобелевские дома в Одессе принадлежали моему роду, сдавали в аренду. Вот, великий род. Бабка моя, прабабка с Горьким танцевала. Вот, он писатели в роду были. И он приезжал, поддерживал молодых писателей. И приезжал в село. Я жалею, что я маму не записала, но столько всего знала. Вот, и про Одессу, и один... У моей бабушки было 2 мужа. Один белогвардеец, а один красногвардеец. Вот, и тот белогвардеец исчез. Потом было подозрение, что он остался жив. И тоже спрашивали его, ты что защищаешь? Говорит, Россию. Говорит, а где она? Ведь от Молдаванки до Пересыпи, говорит, осталась Россия. Говорит, он ее защищал. Вот. Ой, что вам пережить? И мама тифом болела. И постригли ее косы, у нее были длинные косы. Сейчас модно с короткими волосами, а тогда были длинные волосы. И когда стали одну косу отрезали от тифа, то мама потеряла сознание. Так тогда относились к волосам, тому подобное. И едва выжила. Вот. Если бы не выжила, то и мама покончила бы самоубийством, но моя бабушка, и дед. Вот. Чего только нахлебались, чего только не... А к чему я уже и забыл. Почему про маму и что-то такое. Про войну Синецкого, про лагеря. И про, да, вот как вот туда издевались над людьми. Что, казалось бы, не жить? Своих же ученых, своих Чайковских. Вот. Как же их не... А Чайковский, боже, такие интересные вещи про него мог бы рассказать, какой он был ребенок. Вот. Как он даже вату себе для ушей не мог купить, чтобы его чтобы не простыть. И как он ее покупал, но это долго рассказывать. Вот. Поэтому «Войны Синецкий». Посмотрите фильм Джузеппе Маскати «Исцеляющая любовь», обалденный про современного святого Италии, который канонизирован. И вот этот профессор гнойной хирургии «Войны Синецкий», канонизированный как Лука, самый популярный святой, и вот его жизнь, как там больше, чем любовь, не знаю, но набрать в интернете про «Войны Синецкий», апостол Лука, не просто документальные фильмы о нем, а художественный фильм, идеальный фильм, поставленный, снятый, и вот, просто посмотреть, как люди становились святыми. И сейчас им молятся, и они приходят, защищают. Когда-то вот в Украине, там вот в интернете есть роли, я играл роль Николая Угодника. Так тоже вот удивляюсь, откуда мне удавалось детям объяснить что-то, доказать, что все-таки Николай существует, небо существует, у меня борода такая пришлось запустить. Вот. А люди верили, дети. Вот. В лесу они меня находили по сценарию, среди снега шел. Знаете, как не под елочку приходил, не в офис где-то, а они инсценировали с водителем, что машина ломается. Детки выходили на улицу потоптаться, а тут идет святой Николай.
просто в сугробах, в снегу, в соснах, с бородой, там, риздочки, мешок натуральный, все, ну, потом ехали в натуральную хату в Горецком, тут ее нет, я много рисовал, мною написанные картины с той хаты Полесской, это музей сейчас, в Горецком, у президентов, ну, вот эти хаты. А еще много в Украине вот таких хат сохранилось? Есть еще не разрушенные даже по селам. Вот. Их можно было когда-то купить за $100, за 70-40 соток земли. На соседнем селе такие хаты по $300 и 40 соток земли. Вот. Есть еще. А вот мы восстановили в Горецком. Я свою содержу. И рядом Это Полесскую какая хату. область? Коростышевский. Между Киевом и Житомиром. Ага, Коростышевский Это район. позднее Трипилья. Раскопки Трипильские. Известное село. Мгм. Монастырь, карьеры там, карьеры, из них мавзолей сделан на Красной площади из наших карьеров, вот оттуда. Ну давайте про воинов. А что про воинов? Есть воины трусы, а есть воины, которые ничего не боятся. И это вот, опять же таки, вот смеются за эти хаты, что другую бы какую-то тему. А я как говорю, вот есть Иисусова молитва, Иисусе Христе, Сыне Божий, помимо грешного, и Отче наш. 2000 лет ею молятся, и она не стареет. Да. І поэтому для меня, от як там кажуть, хата – це колиска усього людського роду, ну, українського принаймні. Потому что в украинской хате родились все ремесла. Конечно. И росписи, и гончарство, глина, и кулинария, печь, и живопись, роспись по печи, песни, вот, танцы, обряды, все это украинская хата. Вот, из простых материалов, из которых создано, как там Бог создал человека из глины, и эти хатки тоже созданы из глины, они намоленные, и есть вот этот покуть с образами, они живые, с ними надо разговаривать, как и, я же говорю, очень, если у нас было еще миллион лет времени, я бы порассказывал. Много параллелей, кто от кого произошел, я же говорю, опять же, такие арии. Вот. В Индии такой же обычай с просадом. Пищу ложат в алтарь, и некоторое время ею вкушаются боги. Потом только люди имеют право ее вкушать. И у нас на Украине когда-то в Карпатах на все 4 стороны света карпатцы молились на коленях, там минут 15-20 на каждую сторону света, вот, благодарили за закат, за рассвет и все то, что подарило этот стол, эту еду, эту жизнь. И эта пища уже, как вода, намоленная благодатью, любовью, благодарностью, она была целебна. Вот. А сейчас никто не молится ничему, никому, и тем более еде. Вот. И хаты тогда строили когда-то вот на том месте, где животные найдет себе лежбище, ляжет отдыхать. Вот. Где воды не было под землей, где не было перехрестя дорог. И сначала, когда хату построить, толокой строили за один день. Вот. Сначала, вот, когда все было готово, заносили стол, накрывали его явствами, самыми последними дорогими кулинарными продуктами и уходили на неделю. Целую неделю здесь должны были жить боги, духи, вкушать эту пищу, потом только приходили туда люди. На углах хаты, вот у меня в хате делали ремонт, ложили монеты. Серебряную мне, золотую мне не отдали, ну, у кого были медные, а серебряную отдали. В хате в одном углу серебряная, в другом золотая была. И крест вырезанный, и туда положены эти вещи. Боже, это сутки можно рассказывать. Что такое порог? Почему делали низкие входы? Чтобы люди заходили и кланялись роду и семье, которая там живет. Вот. А под порогом хоронили младенцев и пуповины. А младенцы, которые не успели окрещены быть до своей смерти, когда рождался ребенок, его не успевали окрестить, двери церкви были открыты круглосуточно, вот, чтобы успеть покрестить ребенка. Но кого все-таки не успевали, хранили под порогом. Вот, и каждый приходил, кланяясь в низкие двери, кланялся роду, семье и тем, кто лежит там, младенцам. И пуповину, когда отрывали, закрывали под порогом. Где твоя родина? Там, где пупомина зарыта. Вот. А печь какая сакральная штука, возле нее не ругаться, не повышать голоса нельзя было. Вот. Закрывали заслонки, чтобы нечистый дух не улетел. А когда умирал человек, открывали заслонки, чтобы душа могла вылететь. И еще вот, господи, еще 3 суток.
Помните сказку «Иван Дурак ехал на печи»? Да. Что это все не сказки. Что сказок не бывает. Это все правда. Вот. Печи, вот и в музее Пирогова у нас есть, и в Переяславе, где вот эта картина. Печи стоят на санях, на полозьях. Я у бабок спрашиваю, это что, дизайн такой крутой, авангард? Нет, говорят. Печи раньше были на санях. Кстати, набищики покойников на Украине раньше тоже хоронили даже летом на санях. Не на подводах, просто даже летом тащили на санях. Такой обряд был, почему и как, потерян. Объяснение. Вот. И хаты и села, как правило, раньше на Украине... Печи на санях? Как правило, на Украине села раньше строились возле ставков, рек, озер, и весеннее половодье выходило из берегов и могло затопить хату. Самое дорогое в хате и сакральное это была печь. Бабуся, она освещала, она согревала, она кормила. И молились там просто бомбой, уже миллионы обрядов. Вот. И баба, и невестка могла вскочить в хату, сесть на печь, ее уже нельзя было прогнать, уже надо было только на ней жениться. Вот. И как она заходила и колупала обряд вот этих венчаний и тому подобное. Вот. И еще, значит, одно было, слушайте, сакральная штука. Если хата, не дай бог, сгорала, то печка всегда была из глины или из камней, или позже из кирпича. Она оставалась целой. И ничего не оставалось легкого, как вокруг возвести стены. Вот. Но считалось, что это уже нельзя было делать, потому что место проклято. Если раз сгорело, сгорит и второй раз. Вот. И поэтому Иван, немножко дурачок, который сидел в это время на печи, лузал семечки, ему ничего не надо было делать, его цепляли к валам или к лошадям, и эту печь на санях перетаскивали на другое место или даже в другое село. И опять вокруг нее восстанавливали хату. Так что сказок не бывает. Так и лисица, которая хозяин вез продукты, и лисицу нашел. Это правда. Лисицы такие есть, животные, они умнее, мудрее, добрее, чем мы. Вот. Ну, не буду рассказывать, как Голодомор, одна собака спасла семью, притаскивая каждый день вороны. Ладно, уже начала рассказывать. Серьезно, да? Голодомор зимой притаскивала по вороне. Все думали, ну где-то дохлых, замерзших находят. Нет, смотрят теплое. Вот. Решили проследить за ней. Вот. Она выходит в поле, собака, ложится на поле и инсценирует, что она мертвая. Прилетает первый ворон, да все не смотрят, эти семья, и начинает ее клевать, чтобы определить, мертвая или нет. Ворона-разведчик, у них там не все так просто. И когда она удостоверяется, что собака терпит, что она мертвая, вот, она каркает особым знаком и слетаются все остальные вороны. Вот. И среди большой стаи собаке легче поймать одну из них, чем среди одну. Вот. И вот он хватает ворону и приносил домой, вот кормил и спасла. А как вот в подземелье собаки кости носили своим хозяевам, которые сидели, косточки бросали с мясом, чтобы те выживали, заключенные. Мир намного мудрее и добрее. У меня в Одессе дед с бабой жили, коммунисты, неверующие. И говорит, под окном жили ласточки. Вот. И бабка болела долго. И вот в один прекрасный день в окно залетают две ласточки. Сделали несколько кругов по хате и сели ей на руки. Через пару часов она умерла. Я, говорит, если бы я не видел своими руками, дед коммунист говорит, я бы никому никогда не поверил. И поэтому на памятнике в Одесском кладбище бабки вот выбиты вот эти две ласточки. Вот. Поэтому мир мы не знаем, не понимаем, и поэтому вегетарианцы правы, что не убивают животных, поэтому даже в Индии кормят даже муравьев, не говоря уже коз, коров и тому подобное. И также они относятся к ветру, к воде. Вот. Они в воде, едешь через мост в Индии, водитель бросает руль, это надо видеть. Достает из-под кресла плетеную корзинку, там у него бананчик, апельсинчик, мандаринчик, еще что-то такое, перчик обязательно, и бросает даяние реке, жертва, любовь, угощение, что он пересек эту реку на мосту. Понимаете, какое благоговение, слаживает руки, вот благоговение, молится этой реке, потому что все живое у них. Вот, а это хата в селе Деныши, где Терещенковское было поместье, но до сих пор полуразрушенное еще существует, где он назвал 3 села в честь своих 3 сыновей. Деныши, Ульяновка и Михайловка. Денис, Ульян и Михаил. Вот. Более молодые хаты уже погибли, а эта хата стояла.
И я все их перерисовал в Дынышах и вообще в ближайшей области. Вот. И мне ее продавали за $500, а потом в результате уже ее продавали за $20 тысяч. Вот, 40 сад земли и крышу перекрыть. И вот так и изобразил нашего воина святого, который сейчас изображает, защищает землю. То есть он спит в окопе, ему снится хата. Хоть он родился в современном доме, а вот, знаете, кровь не вода, вот память рода. Я тоже у бабки в Полтавской области жил на печи, вот, летом отдыхал, поэтому вот вспоминаю все это с благоговением. И вот он, будучи городским человеком, родившийся в панельных домах, во сне к нему во время войны приходят вот эти хаты. Ну, я изобразил в виде вот этой хаты, которая пришла ему во сне ночью, вот эту Дынышовскую хату. У меня много ее видов есть, Дынышуня я ее называл. Вот, и нимб над ней, то есть святое. Я еще какую-то из своих хат назвал, як там, човник часу, кораблик времени. То есть ты на нем рождаешься, когда тебе там 1 секунда, и через 80 лет умираешь. И он тебя провозит, как на там деревянном челне, через всю жизнь, колыхая тебя по событиям. Вот, и сначала тебя в деревянной этой выносят колыски, а потом тебя в деревянном сосновом човне, как у нас там лодки на кладбище. Ну, вот так кратко. Все, надо... Хватит. Вон еще те ворота. Слушайте, много уже, мне надо уже ехать, да. Так, Боже мой, я не успею. шикарно. Вот Лариса и Гена меня изнасиловали. Вот в плане любви к Богу, к миру, к добру, к милосердию. Я просто поражен. Есть хорошее выражение, что всегда найдутся люди, через которых Бог любит тебя. Да. Вы понимаете? Вот кто ее прислал, Гену? Вот где? Я за ними не бегал. Но я их люблю, я их уважаю. Я не хотел навязываться, не хотел в гости, потому что живет себе семья. Хотя подглядывал через окно, горит ли у них, ночью проснусь, не спится нервы. Смотрю, горит у них свет или не горит. Хорошо, мне легче засыпается, да. И вот они, понимаете, не знаю из чего, откуда. Вот попробуй не скажи, что вот говорят, вот я сомневаюсь в Боге, там есть, нету. Вот глядя на Ларису и Гену, на вот эти события, вот она любовь. Вот оно добро, вот оно милосердие, вот он Бог. Но вот как оно иначе? Ну вот согласитесь, кто вас заставлял? Я вас просил, я вам деньги платил. Нет, пригласили. Уже дважды я с пустыми руками не хожу, а к ним дважды вот фактически с пустыми приходил. И такие столы накрывают, президенту не накрывают. Вот. С душой, с любовью, своими руками сделано, с молитвами. Настоящая пища просадом, как в Индии. И вот он доказательство Бога. Не, я поражен. И через час вот она уйдет, буду опять спрашивать: Бозя, ты где? Не верю. Ну, такая вот штука. И вот глядя в глаза арабов, я не знаю, я поражен этой страной, это отдельная тема. Я очень благодарен Египту, очень благодарен Хургаде, очень благодарен и арабам, и египтянам за гостеприимство, за любовь. Хоть в Захабе меня украли $400, когда я там отдыхал. Все равно это не перекрыло. В Индии тоже кражи были, но Индия меня обидела другим. Не буду обо всем говорить. Коронавирус они меня стали прогонять палками, не только меня. Моди там. Да вы что? Моди. То есть сначала все хорошо, начался... Я же сказал, три посла Индии у меня были на выставках. Меня там все целовали чуть ли не в попу, я перерисовал их, всех меня обожали, любили. Я не пил, не курил, вот, не дебоширил. Ко мне женщины даже не ходили, как и тут, туда. То есть, идеальный жилец в доме. 3 года я у них останавливался, вот, по 3 месяца. Это ж, постоянный клиент, и все. И только случился коронавирус, те же индусы, которые меня любили, взяли в руки палки, и всех русских, всех иностранцев, корона go home. Я это слышала, я не верила. Корона go home. Пока русские не обратились к своему президенту, к моде, пока не поднялся скандал, что мы же вас кормим. Туризм, извините, мы и бизнес, и все говорит. Что вы все думаете? Моде тогда одумался. А приказ был такой: всех иностранцев на улицу. Причем без права, а перелеты уже закрыты. Без права, отели пустые, уже сезон кончился. Но тебя никто не имеет права взять в чужой отель. В Ришикеше нашли иностранцы, там и украинцы, и французы 15 дней в пещере прожили. Вот вам Индия, вот вам любовь, вот вам духовные учителя, вот вам Ашока, вот вам Гандиджи. Но это, видно, разные вещи. Поэтому я очень обиделся на Индию, скостили мне визу 5-летнюю. Вот. И хозяева пришли ко мне вечером, и я уже разорался.
Вечером приходят, мне улетать там, ну куда я улечу, все закрыто. Они говорят, на улицу. Так сказал Моди. Я добрый, порядочный, я уже открыл рот, говорю, ты чё, говорю? Я тебе заплатил, говорю, я тут живу, что я делаю? Давай, говорю, вызывай полицию, я не уйду отсюда. И ты при полиции будешь меня выгонять. Замолчали, оставили, я дожил до последнего дня, пока эти эвакуационные рейсы не посылали. Боже, это отдельная тема. Это как во время чумы прорывались, там паспорта, отпечатки, там вирусы, полиция, сопровождаемые, автоматчики нас вывозили через ГУАЗ, этого с Гакарны, это надо было видеть, это кошмар, группы, разрешение полицейских, начальника полиции, начальника штата, там пипец, и там пересечешь штат, водитель должен был 2 недели в карантине сидеть, никто не хотел ехать. В общем, такое. Я тут свою копейку вставлю. А кто сказал? Невежество – страшная сила, и она послужит причиной еще очень многих и многих жестоких трагедий. Ну так это президент, это политика. Это не какой-то... А свой ум надо, как говорят, телевизор делает политику. Я считаю, человек делает политику. В советское время у меня был маленький приемничек. Вот. И чтобы мне не говорила советская власть, я вечером включал город Лондон BBC, Сева Новгородский или Голос Америки. И я сравнивал то, что мне говорят по нашему радио и по тому. И брал посерединке. Там ложь, а тут добро, а там ложь. И кто сейчас мешает и всегда тем же индусам или другим знать правду? Главное желание. И быть человеком ты обязан быть везде, как воины Есенинские. Боже, какие картины шикарные. Вы их продадите там или, может, оставьте тут, мы их продадим? Оставить, господи. Богатство. Знаете, последнее, что нужно людям, так это искусство. Вообще. Это само собой, это тоже отдельная Так, ну тема. я надеюсь, мы с вами встретимся. Был такой художник, я все время не могу запомнить его. Блин, ладно. Так он дарил картину, а на утро приходил, снимал ее со стены, забирал домой. Боже, Абуладзе или как он там, он тоже цвет горел. Выставлял, потом забирал, да? Не, он дарил, а утро прибегал, забирал и домой. Вот, в Карпатах фильм «Тени забытых предков» он снимал. Боже, грузин. Ну, все время забываю его фамилию. Разные были. Боже, какая красота. Так, ну все, будем прощаться. Приедете, как-нибудь еще сделаем. Боюсь даже посмотреть на часы. Ну, давайте. Ну что ж, на сегодня все. Напомню вам, что координаты Юрия вы сможете найти под видео. Заказывайте картины и да будет вам счастье. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч в Египте. Пока-пока.